Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такой красивый мотив крючком. Подробно расскажу, как вяжется такой мотив. Поделюсь своим умением красивого перехода на новый ряд. Смотрите, вот это изнанка у нас, вот это лицевая сторона. Расскажу, как сделать так, чтобы каждый край нашего мотива был идеально ровным, без каких-либо узелков, для дальнейшего удобного соединения, например, в плед или в наволочку. Либо, если вы будете вязать одежду из таких мотивов, тоже, чтобы у вас все красиво было соединено. Вязать будем из пряжи Yarnar Jeans, где 50% хлопок, 50% акрил. И в работе я буду использовать крючок номер 2,5. Итак, приступаем. Итак, начинаем наше вязание с кольца амигуруми. Вытягиваем нить. Воздушная петля. Далее петлю вытягиваем и провязываем. Ну вот я так провязываю первый столбик с накидом. Вы же можете провязывать просто 3 воздушные петли. Далее в кольцо провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И еще повторим 3 раза то же самое. То есть мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Третья грань у нас 3 столбика с одним накидом. 2, 3. 2 воздушные петли. Так, и последняя грань. 1, 2, 3. Стянули все в кольцо. Делаем накид. Вот таким вот образом мы закрываем наш ряд. Идем в вершину первого столбика. Вытянули петлю. И так как следующий ряд у нас начинается именно этим цветом, то мы просто закрываем 3 петли вместе. Все, мы провязали первый ряд. Воздушная петля, вытянули петлю, и в угол мы провязываем, мы формируем половину угла, провязываем 2 столбика с одним накидом. Но второй столбик мы не довязываем, и вот сейчас на данном этапе во втором ряду мы уже вводим новый цвет. Берем нить другого цвета и провязываем вот здесь. И в то время, когда провязываете, нить вторую, которая у нас вот 2 нити задействованы, да, мы ведем с собой, потому что мы их все время будем менять. Не довязали, нить бордовую уводим вправо, берем нашу салатовую нить, не салатовую, зелененькую нить. Далее бордовую нить ведем за собой. Не довязываем, уводим вправо. То есть здесь у нас мы просто чередуем тот цвет, который не используем, все время ведем за собой. Все, и угол получается у нас 2 столбика с одним накидом. Весь угол вот такого цвета. 2 воздушные петли зелененького, 2 столбика с одним накидом, который мы не довязываем, уводим нить и опять закрываем таким вот бордовым. И снова эта грань мы чередуем здесь 1 столбик бордовый, светло-зеленый и бордовый. И еще бордовый. Все, а угол у нас опять же светло-зелененький, так как я уже провязывала. Вот, угол будет 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом.
Провяжите каждую грань вот так и вот так вот угол, как я вам показала. И здесь половинку угла мы закроем, я покажу, как перейти на новый третий ряд. Итак, довязываем мы второй ряд. Вот осталось нам вторую половину угла провязать. Бордовую ниточку мы все ведем за собой. Провязали 2 столбика. С накидом делаем накид. И так как в следующем ряду у нас опять же угол, он тоже будет такого же светло-зеленого цвета, мы провязываем точно так же. Сейчас я покажу, где захватить бордовую нить. Пока мы ее не трогаем, закрыли второй ряд, воздушная петля, вытягиваем вторую петельку и опять же провязываем одну половину угла, 2 столбика. Не довязывая второй столбик, берем бордовую нашу нить и теперь зелененькую нить тянем, а бордовой провязываем мы 1 столбик бордового цвета, 2, 3. Вводим вправо, посередине у нас будет 1 столбик зелененький, всего лишь 1, поэтому закрываем снова бордовым цветом. И провязываем 3 столбика с одним накидом бордового цвета. 2, 3, не довязывая третий, закрываем салатовым. И угол у нас полностью, как и в прошлом ряду, 2 столбика с накидом салатового цвета, зеленого цвета, 2 воздушные петли и снова 2 столбика зелененькие. А следующие грани провязываем точно так же, как я вам показала. То есть у нас будет 3 столбика бордового цвета, 1 салатовый, 3 бордового. И угол только зелененького цвета. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Как закрыть третий ряд, опять же, я вам покажу. И перейдем далее на четвертый ряд. Итак, мы закрываем третий ряд. Осталось нам провязать половинку угла, 2 столбика зеленого цвета. И смотрите, но следующий ряд у нас начинается именно с бордового, поэтому сделали накид, захватили вершину первого столбика этого ряда, нить уводим в сторону и закрываем бордовым цветом. И первый столбик у нас бордовый. Воздушная петля, вытянули, прокрутили. Либо же, еще раз я вам говорю, просто 3 воздушные петельки провязываем, уводим в сторону. Это только 1 столбик у нас, а закрываем мы его салатовым. Опять же, бордовую нить ведем, дальше в угол мы провязываем салатовый столбик, салатовый зеленый. Второй столбик именно уже по грани у нас идет тоже зелененький. Его не довязываем, закрываем бордовым. И по грани уже провязываем 4 столбика бордового цвета. 1, 2, 3, 4. Закрываем зеленым, то есть посерединке у нас опять идет зеленый. Формируем, скажем, такие лепестки, то есть цветок внутри, можно сказать так. И снова на грани у нас 4 столбика бордового цвета. 1, 2, 3, 4. Вводим в сторону, закрываем зеленым. Далее провязываем зеленый 1
у нас идет по грани, а второй зеленый столбик это угловой. Угловой закрываем бордовым. И второй угловой мы провязываем уже бордовым. 2 воздушные петли провязываем бордовым цветом. И опять же в угол бордовый столбик закрываем зеленым. Раз зеленый, и по грани еще один зеленый, закрываем бордовым и вяжем грань точно так же, как я вам уже показывала. То есть 4 столбика бордового, 1 зеленый, 4 бордового. И далее формируем вот так вот угол. Получается 1 зеленый на грани, 1 зеленый угловой. И вот такой вот бордовый угол. Довязываем какой-то 4-й ряд. Итак, закрываем 4-й ряд. Вытягиваем петельку. И так как следующий угол у нас будет светлый, то мы поменяли цвета, закрываем вот этим нашим зеленым цветом. Опять же воздушная. Так, провязываем только 1 столбик. Далее у нас идет 2 бордовых, один из них который угловой, причем нить тянем за собой, не забываем. Так, 1 бордовый, 2 бордовый. Угу. Далее 2 зеленых. Раз, 2 столбика. Раз, 2, 3. Посерединке у нас уже не 1 зеленый, а 3 зеленых. Три зеленых, 3 бордовых. Дальше отзеркаливаем, да, как у нас было 3 бордовых. И, кстати, я могу сказать, что уже даже 5 рядов это вполне себе красивый мотив. Можно вязать вот такие небольшие мотивы, соединяя между собой. Как соединять в процессе вязания, покажу чуть позже, потому что у нас мотив состоит из 7 рядов. Так, 2 зелененьких. 2 бордовых. 1 бордовый это который идет еще по грани, а 2 бордовый это у нас угловой. И угловой, серединка угла у нас идет, она зелененькая. То есть сейчас в середине получается 1 зеленый, 2 воздушные петли, 1 зеленый, который вот так вот, да, закрываем уже бордовым. И следующую грань мы вяжем точно так же. То есть сейчас будем вязать 2 зеленых, 3 бордовых, 3 зеленых, 3 бордовых, 2 зеленых, 2 бордовых и вот такой вот угол зелененький. Итак, довязываем 5-й ряд. Итак, мы заканчиваем 5-й ряд. Следующий ряд у нас тоже он будет начинаться именно с такого цвета, поэтому 3 петли провязываем вместе. Провязали первый столбик в угол, и в угол второй столбик тоже такого цвета, только закрываем уже бордовым. Далее мы провязываем 4 столбика бордового цвета, а вся серединка уже у нас будет зеленая. Раз, 2, 3, 4. Вы иногда пишете, что очень большой расход, когда мы вяжем 2 цветами. Я бы не сказала, что прям такой большой.
вторая нить, мы ее просто ведем. То есть даже вот на одной грани, ну вот если мы вяжем другим цветом, да, а вторую мы просто ведем. То есть, как для меня, расход абсолютно небольшой. Ради красивого мотива можно и купить немножко больше пряжи, чем просто вязать одним цветом. Как по мне, так намного интереснее. И изнанка получается красивая. Так, здесь все столбики посерединке. У нас получается их 11 столбиков зелененьких. И далее снова 4 бордовых. Вяжем 11 зеленых. Сколько это у нас? 5. Раз, два, 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10 и 11. Так, закрываем бордовым и 4 бордовых столбика. Четыре. И угол у нас полностью весь зеленый. То есть бордовую нить ведем, а угол провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Раз, два. И снова раз, два. Все, далее не забываем, у нас идет 4 столбика бордовых, 11 зеленых, 4 бордовых. И угол вот такой зелененький. Вяжем, это предпоследний ряд. Далее покажу, как перейти на последний. Итак, мы довязываем 6-й ряд, и останется нам связать последний 7-й ряд, где я покажу, как в процессе вязания можно присоединять мотивы друг к дружке, либо же в описании я оставлю несколько ссылок на видеоуроки. Ниточку берем, чтобы она была перед зеленой, чтобы она в серединку не попадала. Вытягиваем, и здесь я изначально провязываю один. Делаю половинку угла, но провязываю только один столбик, чтобы потом красиво в конце ряда закрыть. Я вам покажу, как я это делаю. Вот, то есть половинка угла, но у нас пока один столбик этой половинки. И далее по прямой у нас тут будет идти просто зеленый. Все вяжем зеленым, кроме уголочки. Сейчас дойдем до уголочка и заодно сразу вам покажу, как буду присоединять. Все, просто эту грань вяжу зеленым цветом. Итак, уголки у нас, грань провязали, уголки у нас бордового цвета. Половину угла провязываем. И далее сразу в процессе будем присоединять второй мотив. Одна воздушная петля, и мы сразу берем второй наш мотив. И здесь у нас было на углу 2 воздушные петли. Вот так вот берем за вторую и просто провязываем. Так, провязали. Один столбик, петлю вытягиваем, заходим под косичку и вот так вот каждую петельку мы просто присоединяем ко второму мотиву. Опять же мы провязали, сейчас на светлом лучше будет видно. Снова под косичку. Так, только теперь в моменте соединения, да, мы убираем бордовую нить. Далее у нас идет светлая нить. Бордовую ведем за собой. Все, грани у нас полностью светлые. Смотрите, и под каждую косичку мы вот эту длинную петлю протягиваем
И таким образом мы присоединяем мотив к мотиву. Опять же говорю, если вам так неудобно в процессе вязания, у меня есть подробные несколько даже видеоуроков. Я все это оставлю в описании под данным видео. Все, я сейчас присоединю, я вам покажу, что получилось. Я думаю, что суть ясна. И все, смотрите, нам остается закончить наш угол, так как мы в начале половину угла, причем половину мы провязали только один столбик. Мы заканчиваем, провязываем 2 столбика, 2 воздушные петли и еще один столбик. Еще один столбик и обрезаем нашу нить. И одну и другую нить, вот эту зелененькую, внутри прячем. А вот с этой мы сейчас из бордовой сделаем последнюю красивую петельку. Итак, вытягиваем и заходим вот под эту косичку, которая между первым и вторым столбиком. И формируем нашу последнюю петельку, вот такую искусственную. С изнанки заходим полупетля и перемычка. Все, смотрите, как у нас красиво получается. У нас нигде нет, не видно перехода, нет никаких узелков. Нити прячем. Сейчас я разглажу, просто у меня один мотив, он уже отпаренный, второй нет, и покажу результат готовый. Вот, смотрите, как у меня получилось. Вот место соединения. То есть это получается вот такая вот как бы линия. Это когда вы соединяете в процессе вязания. Вот смотрите, соединить много таких мотивов между собой получится очень красиво. Для пледа очень красиво. Вот изнанка как выглядит. Тоже прекрасно. Еще раз говорю, что варианты соединения, когда у вас отдельно вы связали квадратики, я оставлю ссылку на видеоуроки в описании под видео. Итак, если была вам полезна, если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего!